Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для водолеев. Давайте посмотрим, что же вас ожидает, какие вам карты сегодня выпадут в нашем таро-прогнозе. Я напоминаю, что это общий таро-прогноз, это не персональный, не личный расклад, но надеюсь, что большинству из вас он подойдет, окажется полезным. Обязательно напишите ваши комментарии, ваши отзывы. Я буду знать, что я не зря записала этот расклад, это видео сделала. Поэтому не стесняйтесь, пишите и подписывайтесь, кто еще не подписан. Итак, давайте посмотрим, что же происходит у водолеев с 1 по 15 января, именно первая половина месяца января. Какие же карты вам сегодня выпадут? Итак, первая карта у вас замечательная карта, да, 4 жезлов, карта празднования, карта, знаете, как будто времени, проведенного в кругу семьи. Может быть, кто-то из вас встречается с родственниками, у кого-то здесь какие-то совместные семейные праздники, может быть, отмечаете новогодние праздники вместе, либо вы здесь можете даже жениться, замуж выходить, то есть какие-то семейные мероприятия могут происходить, какие-то официальные события, годовщина, встреча выпускников, может быть, или какое-то неофициальное, да, там, день рождения, неважно. В любом случае, это какие-то события, которые объединяют друзей, объединяют семью и какую-то важность для вас, ваших взаимоотношений с другими людьми, потому что вы совместно с ними что-то празднуете, совместно с ними что-то отмечаете. Потрясающе. И 5 мечей. Как бы не самая приятная карта, она может показывать человека, который в своем стремлении к желаемому, невзирая на сопутствующий ущерб, просто все таранит вокруг, идет к своей цели любой ценой, и нужно здесь разобраться, оправдывает ли цель те средства, которые применяются. Не слишком ли этот человек, допустим, может быть, вы здесь, не слишком ли вы обижаете чувства других людей или пренебрегаете чувствами других людей, которые какое-то отношение к вам здесь имеют, может быть, к вашим родственникам, возможно, такое, возможно, вы здесь думаете о том, даже не знаю, здесь, если это касается, допустим, каких-то нечестных методов для достижения цели. Для некоторых из вас, кто в романтических отношениях, может быть ситуация, где вы думаете, знаете, я так сильно хочу с этим человеком быть, что я собираюсь выйти за него замуж или жениться, потому что я думаю, что если я этого не сделаю, то я его потеряю, или вот какие-то такие размышления. То есть мне это нужно сделать, потому что, любым методом, даже если вам этот метод не совсем как будто бы нравится. То есть вроде бы и хорошая карта брака, и карта отношений, и переездов, возможности съехаться с кем-то, но здесь какая-то такая коварная энергия с этой 5 мечей, когда есть желание получить желаемое любой ценой, да, такая тавтология у нас здесь. Дальше давайте посмотрим, что будет. Карта королева жезлов, это карта огненной стихии, карта львов, овнов или стрельцов, может касаться такого огненного знака зодиака. Это не обязательно женщина, это может быть мужская карта, неважно, потому что это общий расклад, но это кто-то напористый, очень независимый, такой целеустремленный человек, который хорошим лидером является, и который умеет делегировать полномочия, умеет решать проблемы. И, возможно, вы здесь себя таким образом проявляете, либо общаетесь с таким человеком. Это может быть кто-то из вашего окружения, кто для вас имеет большой вес и большое значение. И на самом деле, да, это может быть человек, с которым вы в отношениях находитесь, в паре. Тут же карта принца кубков выпала, карта водной стихии. Здесь раки, рыбы или скорпионы могут иметь место быть, но это ваша основная энергия, поэтому вы как будто бы готовы здесь открыто демонстрировать свои чувства, показывать свои намерения, проявлять любовь, может быть, поддержку или ободрение в сторону кого-то. Для кого-то из вас это будет касаться личных отношений. Возможно, здесь, будь то какие-то романтические или семейные, или другие, да, отношения, не знаю. То есть в любом случае здесь очень много проявленных чувств по этому рыцарю кубков, каких-то эмоций, которые вы испытываете. Карта страшный суд. Тут же и карта 10 мечей. Давайте подумаем, собственно, да, почему же здесь так может быть. Но я думаю, что здесь может быть предложение о том, чтобы съехаться, жениться, замуж выйти, опять-таки. То есть это какое-то событие, которое для вас сильно повлияет на эмоциональном плане. Возможно, в прошлом были какие-то трудности или обиды, или предательство, что-то
болезненное для вас, возможно, какое-то неприятное событие могло произойти, которое вызвало самые разные эмоции у вас, и это что-то причинило глубокую боль, разочарование. И здесь есть возможность все это исправить, двигаться дальше. Это также может быть обязательство вступить в брак, знаете, все, что способствует какой-то прочности или долгосрочной преемственности, безопасности, стабильности отношений дома, семьи, после периода трудностей, сложностей, в которых вы могли быть. Для некоторых из вас это период сложностей, который вообще может быть не связан с отношением. Но у вас есть возможность двигаться дальше. И знаете, возможно, после того, как вы уже отчаялись в этой сфере своей жизни, то есть именно романтической, независимо от того, собственно, на какой стороне медали вы находитесь, это возможность, независимо от того, предлагаете вы сами ее или она появилась вам, сделать такое предложение, да, которое меняет вашу жизнь. Для вас оно будет радостным событием. Да и для другого человека тоже в целом. Для человека, с которым вы в отношениях, это радостное событие, если вы предлагаете здесь съехаться, жениться, предлагаете руку и сердце. Да, то есть какие-то такие вещи. В любом случае, в любую сторону очень хорошая энергия получается. Кто-то из вас действительно собирается обручиться, пожениться. Да, вы можете думать, что я выйду замуж за этого человека, потому что я хочу скрепить этот союз. Я не хочу, чтобы этот человек куда-то делся. Или вот что-то в таком духе. Поэтому и 5 мечей. Давайте посмотрим, что же еще здесь может быть. Есть карта звезда. Есть карта влюбленные. И есть карта туза жезлов. Возможно, вы вместе пережили много трудностей, каких-то испытаний. Есть шанс обрести надежду и обновление, потому что есть страшный суд. Даже если у вас есть какие-то страхи, сомнения, переживания, может быть, неудачный брак в прошлом, вы, тем не менее, собираетесь вступить в брак и принять такое решение, которое повлияет не только на вас, но и на других людей, на вашу пару, то есть начать какой-то новый захватывающий этап жизни, который принесет вам исцеление, надежду и обновление в вашей жизни. И 5 мечей, которая здесь у вас выпадала, как карта победы любой ценой, она в целом действительно показывает, что вы готовы на такие решительные действия, потому что вам не хочется находиться в состоянии страдания, вот этого вот состояния поверженности и стресса, в котором вы могли находиться ранее. То есть вам хочется какого-то обновления, независимо даже от того, каким образом это у вас будет получаться. Давайте подумаем, что здесь еще может быть. Карта, интересно, карта мир. Карта 9 кубков, карта 7 пентаклей, да. Вот вы действительно как будто бы хотите начать какую-то другую главу, более успешную, более удачную, потому что у той главы уже есть завершение. Может быть, это начинается, да, с кем-то такое, знаете, общение с человеком огненного знака. Это лев, овен или стрелец, как я уже говорила, потому что здесь есть королева жезлов, но в целом это человек, который хочет каких-то романтических отношений. Это тот, кто хочет удержать человека. Они хотят вступить в брак или сохранить отношения, не потерять эти отношения, готовы сделать все возможное, чтобы избежать потери отношений. То есть, как будто бы, да, это можно применить и к другим сферам жизни, не только к романтическим отношениям. Абсолютно точно. Просто больше здесь каких-то мыслей именно о любви, о романтике. Почему-то, да, на первый взгляд. В целом здесь это 7 пентаклей тоже, да, которая есть. Это 9 кубков, которая здесь есть. Она показывает, что кто-либо, возможно, знаете, в отношении вас рассматривает этот вариант, думает, а действительно я этого хочу? Действительно ли мне это нужно? Да, действительно ли это то, чего мне не хватает, да? Возможно, так. А здесь давайте еще посмотрим. Как будто рассматривает какие-то варианты. Может быть, выбирает лучший вариант из тех вариантов, которые есть. Впадает в какие-то крайности. Пытается разобраться, понимает ли, собственно, да, полностью, на что идет.
пытается какую-то выгоду извлечь максимально из этой ситуации или из этого человека. То есть, понимаете, тот, кто делает предложение, он как будто бы задумывается, действительно ли это то, чего этот человек хочет. Даже если вы вместе какое-то время уже, да, действительно ли я хочу этот шаг делать. Действительно ли я знаю, что дальше будет происходить? Точно я хочу, точно я знаю, что я готов или готова, или что мне хватит на это ресурсов, собственно, да, то есть какие-то сомнения по этому поводу и какое-то рассмотрение вариантов. То есть, может быть, да, рассматриваются какие-то другие варианты, другие возможности, и, ну, какие-то сомнения, колебания здесь, соответственно, могут присутствовать. Давайте посмотрим еще карта. Две карты старшего аркана, да, карта Иерофанта и карта правосудия. Возможно, вы здесь думаете, как поступить правильно, как следовать традициям. Возможно, решить какие-то законные или юридические вопросы, касающиеся брака. Опять-таки, может быть, и официально оформить отношения или, наоборот, разорвать с кем-то отношения, чтобы оформить с кем-то другим. Но здесь в любом случае есть как будто бы необходимость доверять своей интуиции, своему опыту, какому-то, да, вот этому своему ощущению внутреннему, действительно ли это нужно, действительно ли это то, чего вы хотите, действительно ли стоит на это идти, да, и действительно ли это соответствует вашим моральным ценностям, ценностям вашей семьи, может быть, или тех устоев, которые приняты у вас в семье. Может быть, вы думаете, что вам имеет смысл согласиться на брак с кем-то или на отношения с кем-то, потому что так там требуют ваши родственники, что вам уже пора, у вас уже возраст соответствующий или что-то такое. То есть вы как будто можете бояться ударить в грязь лицом, да, и думаете о том, что да, можно узаконить какие-то отношения, решить какие-то вопросы законно, но думаете при этом, точно мне это нужно, может мне это не нужно, может мне еще рано, может я еще хочу быть таким свободным, легким и таким пламенным, страстным авантюристом, и мне не нужно вот, собственно, вот это вот все себя такой обузой брака сковывать, то есть такие мысли могут быть. Ну да, здесь по карте мир как завершение одного периода, может быть, холостяцкой жизни и начало нового периода вашей жизни. Итак, водолеи, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака на первую половину января мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя и до скорого.